Всем привет! Сегодня продолжаю говорить про YouTube API. В предыдущем видео мы создали приложение в Google Cloud, получили API-шку. Сегодня возьмем Python и попробуем сделать что-то простое, чтобы потестить работу API. Поскакали! Итак, я работаю с Python в PyCharm, поэтому все буду делать в нем. Но, в принципе, у нас достаточно простой скрипт. IDE-шка нам не обязательно, можно использовать любой текстовый редактор. В первую очередь, для того, чтобы работать с Google API, нам необходимо установить клиент, библиотеку, которая позволит нам более удобно обращаться к API-шке. Я работаю с вот этим клиентом, Google API Python клиент. Это официально поддерживаемый Google клиент. Официально поддерживаю Google клиент. Однако у Google сейчас есть и свой клиент для Python, для работы с сервисами клауда. Я этим клиентом не пользовался. Как он работает, не знаю. Все, что я делал именно с помощью вот этого клиента. Установка его простая, через pip. В PyCharm, соответственно, это делается вот такой командой в терминале. Соответственно, если вы PyCharm не пользуетесь, то просто через терминал делаете установку этой библиотеки либо глобально, либо виртуальное окружение. У меня уже этот клиент установлен, эта библиотека установлена. Поэтому, когда я выполню эту команду, собственно, установки не будет происходить. Но у вас будет какое-то время что-то качаться и устанавливаться. У клиента есть набор примеров, на которые стоит посмотреть. В частности, есть отдельный набор примеров конкретно для YouTube API. Она выложена на Git отдельно, на GitHub. Вот. Достаточно интересные примеры, посмотреть их, безусловно, стоит, но для начала они немножко усложненные, на мой взгляд, потому что я не буду использовать никаких ключей, кроме как девелоперского ключа приложения API. Самый простой пример у этой библиотеки, он довольно сложный для начала. Но примеры есть, они полезные, там можно найти многое. Вот. Дальше. Соответственно, нам также понадобятся доки по API-шке, непосредственно YouTube API. Они вот по этой ссылке доступны. Здесь структура простая, методов на самом деле не так и много. У многих API-шек бывает гораздо больше методов. Мы сегодня будем работать с методами группы channels, каналы, и с группами videos. Соответственно, у многих методов, собственно, метод один основной, это list. List позволяет нам выводить сущности, соответствующие этому методу. То есть в случае с каналами эти сущности каналы. В случае с видео это у нас, собственно, сами видосики. Вот. В описании у нас есть параметры, которые мы можем передать. Критерии, по которым мы можем найти ту или иную сущность, канал или видео. И мы получаем в ответ JSON-чик, который разбираем. Обычно он состоит из неких элементов, которые позволяют устроить пагинацию. И, собственно, items — это та часть, где у нас интересующие нас сущности, видео или каналы. То есть это массив сущностей. Даже если мы запрашиваем всего лишь один канал, все равно у нас будет массив итемов, и элемент с индексом 0, соответственно, будет та самой сущностью. То есть при поиске мы указываем аргумент part, который говорит нам, что мы хотим в каждой сущности получить. Нас интересует часть snippet. В snippet хранится заголовок и описание, и некоторая другая информация о сущности, видео или канала. И часть статистика, в ней хранится количество лайков, количество подписчиков, ну и тому подобное. Пойдемте, наверное... ну и, соответственно, нам понадобится API, который мы получали в предыдущем видео. У меня на канале посмотрите.
я его скопировал и вставил, соответственно, в скрипт. Вот он APK, вот этот ключ. Этот ключ я зарестриктил по своему IP-шнику. Соответственно, ну, вы видите этот ключ, но воспользоваться им не сможете, если только не будете сидеть на моем IP. Вот. На данном этапе нам ничего больше для авторизации приложений не понадобится, только APK и все. Собственно, скрипт у меня уже готов. Соответственно, библиотека установлена, можно работать. Скрипт элементарнейший. Собственно, у нас есть 3 функции. В первой функции мы получаем сервис. Во второй функции получаем информацию о канале. И третья функция — это получаем информацию о видео. Значит, собственно, где происходит магия? Вот в этой функции мы получаем, собственно, элемент, который связывает наше приложение с необходимой нам API-шкой Google API. То есть, вот здесь вот у нас указано название API-шки YouTube. Если помните, в предыдущем видео мы выбирали YouTube, там, Google Sheets, Google Drive, там что-то еще, не помню, выбирали или нет. То есть, в данном случае я сейчас обращаюсь к API-шке YouTube. Соответственно, здесь я указываю API YouTube. Если бы я обращался к API Google Sheets, я бы здесь написал Sheets. Если бы я обращался к диску, то тут Drive или диск, я не путаю все время их. Дальше мы указываем версию API-шки. На данный момент это 3-я версия. Это прям стринги обычные, не объекты, ничего. Обычно их выносят в константы, но для простоты я забил все сюда. Соответственно, здесь для идентификации я использую только developer key аргумент. Но если бы у нас были авторизационные ключи у AUS, то здесь бы у нас были всякие схемы получения credentials. Ну, сейчас нам это не нужно. В PyCharm можно сделать вот так вот и посмотреть, какие аргументы, собственно, принимает эта функция. Но на данном этапе нам это не нужно. Собственно, в сегодняшней простой версии мы просто создаем сервис, ютубовские API-шки, и передаем дальше. В случае, если мы хотим получить информацию о канале, мы должны передать ID-шник канала. Что такое ID-шник канала? Тут есть несколько нюансов, которые стоит упомянуть. Если посмотрите, то у каналов есть несколько видов урлов. То есть у нас есть урлы вот такого вида. То есть youtube.com, channel и такой вот хэш. Потом у нас может быть вот такой вот URL. C/ название, красивое название канала, не хэш. У многих, у большинства крупных каналов именно вот такая структура URL. И бывает, вот, например, такая. Вот такая структура. Все эти ссылки приведут в итоге нас на какой-то определенный канал. API-шка, ютубовская API-шка может работать только с вот таким идентификатором. Это основной идентификатор канала, он уникальный. И по нему можно наиболее адекватно получать информацию по каналу или по видео с этого канала. Также можно получить удобно информацию по вот такой структуре. Вот в случае с NiceName канала есть определенные сложности. Возможно, мы их разберем потом отдельно, но суть в том, что у API-шки channels list, то есть это у нас вот этот вот метод. То есть мы сейчас будем работать с вот этим методом. У него можно получить данные по каналу только если указать ID-шник, это вот тот хэш, или его юзернейм. Вот это не юзернейм, и это не ID-шник.
И получить информацию по этому каналу можно только через поиск. То есть сначала нужно будет использовать функцию Search для того, чтобы найти этот канал. Затем из Search вытащить ID-шник канала и потом обратиться вновь к Channels List по ID-шнику канала. Ну, в общем, это достаточно замороченная штука. Ее победить можно, но, блин, это чертовски неудобно делать через API. Поэтому сегодня будем работать только с хэшом, с Channel ID, и ни с чем другим больше пока не будем. Но на самом деле для того, чтобы получить информацию по юзернейму, вместо ID-шника нам нужно использовать forUsername аргумент. Ну, покажу дальше. Итого, я забил ID-шник своего канала по умолчанию. Давайте посмотрим, что получится. У меня выводится в примере заголовок и количество просмотров канала. Заголовок такой, количество просмотров канала такое. Мы можем дампнуть весь ответ, который получаем от API. То есть в результате вот такого запроса, то есть мы получили службу, дальше обратились к каналу, мы получили их список, подставив в качестве аргументов ID-шник и запросили информацию по сниппетам и по статистике. То есть видите JSON-ку, здесь у нас возвращается элемент items, который является массивом, и первый элемент этого массива это, собственно, мой канал, вот его сниппет. Здесь у нас есть заголовок, описание канала, когда он был создан, потом идут превьюшки канала. Здесь у нас есть локализованная версия канала, у меня она сейчас не заполнена. То есть у нас может быть здесь несколько описаний канала на разных языках и статистика, конечно. Это то, что мы запросили. То есть мы можем убрать отсюда статистику, дампнуть и, соответственно, не увидим. В предыдущем не увидим статистику в ответе. В предыдущем ролике я говорил про квоты. Квоты важная штука. То есть, давайте посмотрим их. Квоты у нас смотрятся здесь. То есть, при каждом обращении к API мы тратим часть лимита, который нам выдал Google. Здесь мы можем посмотреть текущее состояние. То есть, тут несколько лимитов. Ну, давайте пока вот на лимит в день посмотрим. То есть, нам YouTube, Google выдал 10 тысяч квот. У каждой квоты есть стоимость. Давайте вспомним. Так. Идем. Вот эта таблица квот. Давайте их сюда тоже добавим в полезные ссылки. Это таблица квот. То есть мы сейчас выполнили команду channels list. Так? Потратили одну квоту. Затем мы выполним команду videos list. Потратим одну квоту. Независимо от того, сколько мы получим данных от YouTube, то есть будем мы запрашивать только сниппет или сниппет плюс статистику, мы все равно при каждом запросе потратим всего лишь одну квоту. Это важно. Причем вот в этом запросе можно ограничивать количество выдаваемой информации. Так, где она у нас? С помощью аргумента maxResults. То есть мы можем запросить всего лишь один элемент или 50. По умолчанию у нас maxResults равно 5. Неважно, сколько мы получим информации, сколько у нас будет частей запрошено, сниппеты, статистика, локализация и вот это все. Сколько мы получим элементов вытомых. У нас в квоту потратится на один запрос channels list всего единичка. Это достаточно важно. Потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что квота будет сжираться быстро и незаметно.
Дальше что у нас идет? Соответственно, ну, тут все просто. Мы обращаемся к необходимому элементу ответа. Можем получить заголовок, можем получить что-то еще. Ну, это чисто питоновская уже тема. Вот такая простая функция, которая нам выведет необходимую информацию о канале. Вот. Если мы хотим получить информацию по юзернейму, то вместо айдишника канала нам нужно вот сюда поставить for username. Берем вот этот username и вот так вот делаем. Такая вот схема. Идем дальше. Информация по конкретному видео. Схема идентичная совершенно. То есть, что такое айдишник видео? Заходим в любой видосик. Вот здесь вот у нас есть такой вот хэш. Это, собственно, и есть айдишник видео. Берем его, вставляем, запускаем, получаем ответ. Здесь также я сделал функцию дампа ответа. То есть у нас опять в ответе есть элемент items. Это опять массив элементов. Массив элементов YouTube видео, где у нас есть айдишник этого элемента, сниппет и остальные части, которые мы запросили. Те части, которые мы можем запрашивать, у нас есть в описании метода. Вот они, собственно. Мы можем спросить только ID, можем статистику, сниппеты, статусы и тому подобное. Обратите внимание, мы можем запрашивать несколько данные по нескольким видео, просто перечисляя айдишники. Не помню, как это делается в массиве или в списке. Давайте проверим ради интереса. Вот у нас есть. Предположим, что через запятую. Давайте дампнем. Так, смотрим. Значит, первый элемент у нас сниппет. Это вот этот канал. Так, так, так. Так. Ну да. Вот, собственно, два сниппета. Соответственно, два канала мы получили в ответ. То есть можно просто айдишники через запятую перечислять. Ну, собственно, получить элемент необходимый точно так же, как и в примере с каналами. Так, давайте посмотрим. Так, теперь попробуем второе видео. Да. Ну, вроде бы все. Давайте еще раз посмотрим, как изменились квоты. Они обновляются не моментально. Но обрезать вас по квотам будут сразу. Да, вот видите, в предыдущем кадре я показывал, было 20 потрачено, сейчас 27. Ну, это дешевые запросы по квотам. Но вот если мы будем делать поиск или будем загружать видео, вот там будет квота сжираться по-быстрому. На этом все. В следующем ролике, наверное, возьмем какой-нибудь другой язык для примера. Я думаю, что возьмем PHP и сделаем то же самое на PHP. Подписывайтесь, если понравилось, ставьте лайк. Спасибо, до встречи.